Всем доброй ночи еще раз. Итак, друзья мои, в нашей жизни бывают ситуации, когда нас просто окружают со всех сторон, как в песне Высоцкого. Обложили меня, обложили. И нет уже и сил бороться, и желания нет бороться. Но нужно бороться за себя. Нужно побеждать, нужно доказывать свою правоту. Но настолько все уже как бы окружили, и это кольцо уже сжимается, и ты чувствуешь, что вот не хватит у тебя скоро сил, и ты взорвешься. Это может быть и в семье, это может быть и на работе. Это может быть и отношения с ребенком. Это в любой ситуации может быть, и с соседями. Когда уже нет сил бороться и нет желания даже бороться, ты понимаешь, что натворишь бед, потому что больше не можешь это все выносить, терпеть и относиться к этому спокойно. В этом случае попробуйте провести этот ритуал. И эти тучи будут разгоняться определенной силой, силой солнца. У славян была такая традиция обращения к солнцу. Если хотели урожайного года, если враги не давали проходу, если любимый человек обижал или не замечал, верховному богу солнца, не верховному богу славян, а верховное божество солнца, Хорс. Потому что мы привыкли, что чаще всего солнце называют Ярыла. Ярыла – это бог солнечной энергии, мощи солнца, света солнца. А именно бог солнца, само солнце, Хорс. Его изображали таким златокудрым мужчиной с такими горящими глазами, который на своих огненных колесницах разных, то красного цвета, то белого цвета, смотря какое время года, пролетал в течение дня и обходил свои владения, раздавая свою энергию, свой свет людям. Иногда его изображали златокудрым мальчиком, ребенком, который утром, как ребенок, выходил, поднимался в зените, становился молодым человеком и на закате своем уже старел, становился стариком и уходил как старик, снова возрождался. Это символ возрождения жизни после смерти, возрождения природы и возрождения человека, сильного человека. Так вот, поскольку солнце находится на вершине мира, и солнце всегда встает, и солнце поднимается и над праведными, и над неправедными, к силе солнца обращались, когда нужно было стать лидером, победить врагов, выйти из трудной ситуации. Рано утром просыпайтесь, набирайте молча воды, не разговаривая ни с кем, не умываясь, ни что-то еще. Ранним утром, вот смотрите, когда у вас раннее утро наступает. Вот сейчас летом раннее утро наступает с 5 часов уже, с 3:30 иногда, смотря какой день, период лета. Набирайте воды на заре прям, раннего утра, когда солнце только начинает свой восход. Начитывайте 7 раз, отбивая поклоны солнцу. Вот откройте окно,
читайте и кланяйтесь солнцу. 7 раз. Вот прочитали, поклонились. После залпом выпейте эту воду. Наберите. Если вы в селе живете, у вас вода из-под колодца, есть люди, которые нас смотрят из разных стран, из разных регионов России. Есть жители Кавказа, у которых прям ручеек течет прям возле дома. Выйдите, наберите с ручья воды. Но молча. Ни с кем не разговариваю. Можете предупредить, что я завтра кое-что буду начитывать, если ваши знают. Если утром увидите меня, со мной не говорите, не мешайте мне, пока я свои действия не завершу. Возле окна можете читать, на дворе своем можете читать, на балконе можете читать. Главное, чтобы вам не мешали своими расспросами более ранее встающие люди. Начитали над водой, отбивая поклоны 7 раз. И залпом выпивайте эту воду. Откупиться, как посчитаете, нужно. Потому что если разойдутся эти черные тучи, если враги отойдут от вас, отстанут, если ситуация решится в вашу пользу, то вы сами решите, как отблагодарить эти силы. Кроме всего прочего, если вы это проведете в комплексе с другими работами, такого же направления. Мало ли что у вас. Может, суды у вас бесконечные не заканчиваются. Может, тяжба с бывшим мужем, который хочет вам навредить. Может, вам угрожают. Все что угодно. Итак, заговор такой. Читать 7 раз. Я здесь 7 раз не прочитаю, но вы помните, сколько раз вы должны читать. Великий светило, златокудрый хорс, ты днем красуешься, вечером укатишься. Иди по миру, красносолнышко, да перед земными царями заступись за меня. Усмири гнев царей, утихомирь бояр, держи в узде воевод, холопов спугни, стрельцов сожги, свяжи, палачей сожги, завяжи злые языки. И покуда ты светишь миру, до той поры быть мне в почете, быть непобедимой, быть первой и всегда впереди. Заклинаю. Можете провести этот ритуал периодически. Можете провести, если вы рано встаете, можете 7 дней кряду провести, если у вас очень тяжелая ситуация. Можете несколько раз в неделю провести. Вот пока ваша ситуация не разрешится. А разрешится очень быстро. Особенно обращение к богам и к верховным божествам, к светилу, к светиле мироздания. Тем более. Только делайте все правильно, здесь несложно. Великий светило, златокудрый хорс, ты днем красуешься, вечером укатишься. Иди по миру, красно солнышко, да перед земными царями заступись за меня. Усмири гнев царей, утихомирь бояр. Держи в узде воевод, холопов спугни, стрельцов сожги, свяжи, палачей сожги, завяжи злые языки. И покуда ты светишь миру, до той поры быть мне в почете, быть непобедимой, быть первой и всегда впереди. Заклинаю. Что-то вечно путаюсь. Усталость уже дает знать. Великий светило, златокудрый хорс, ты днем красуешься, вечером укатишься. Иди по миру, красно солнышко. Да перед земными царями заступись за меня. Усмири гнев царей, утихомирь бояр. Держи в узде воевод, холопов спугни. Стрельцов свяжи, палачей сожги, завяжи злые языки. И покуда ты светишь миру, до той поры быть мне в почете, быть непобедимой, быть первой и всегда впереди. Заклинаю. Даже если у вас нет особых проблем, но вы хотите вырваться вперед в этой жизни, вы хотите, чтобы была милость людей к вам, хотите, чтобы вас заметили, чтобы ваше дело продвинулось вперед, и в этом случае тоже можете заранее подготовить себе дорогу, заранее убрать агрессию со всех сторон, усмирить тех, кто
только собирался или собирался бы, скажем так, против вас заговорить и мешать вашему делу. И в этом случае тоже этот заговор вам поможет. Выйти победителем из трудной ситуации. Вот, собственно, на что направлен этот заговор. Всем удачи и всех благ.